И снова всем привет, с вами Реторн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами прибыли в город Никитаку, вот, оказались на причале, и там нас не очень, мягко говоря, тепло встретили. Вот, но в ответ на что мы показали, на что способны. Посмотрим сейчас, вообще будут ли последствия у этого поступка. Да еще я так понимаю, что у нас в команде... или у нас 5 человек в команде. Вообще просто вора все еще хочется. Кстати, кто у нас там Сайфер? Он не вор случайно? Обезвреживание ловушек. Ага, он вор как раз. Все отлично. И ворумник. Хаун приглядывает за каждым из нас, скиталец. Его святилище ты найдешь священных ступеней, но твои помыслы должны быть чисты. Кстати, я уже с ним разговаривал. Так, давайте посмотрим, где мы вообще были. Поместье Валерий, темный переулок, портовая оружейная лавка, дорога на север, магазин карт, мельница Сияющей Адры, штаб Валианской торговой компании, Дикая Кобыла. Дикая Кобыла, вот сюда мы и пойдем. Я помню, что в Дикой Кобыле нам нужно было что-то сделать. Хазануи во дворце обвиняет валианцев в нападении на один из своих фортов. А это правда? Разумеется, нет. Но королева... Надо всех как-то присмирить, пока не развязалась война. Да, ребята, короче, перевод слабенький. Приветствую. Экера, разве этот район не прекрасен? Женщина Лана задумчиво смотрит вдаль. И это тебя печалит? Я не из тех, кому положено находиться столь далеко от причала. Но не так давно мне удалось получить хорошее место в Сияющей бане. Теперь я осталась без работы и пытаюсь найти себе полезное занятие до тех пор, пока не кончатся деньги и мне не придется вновь вернуться к нищим Рапару. Она хмурится и вновь поворачивается к вам. Ты работала в Сияющей бане? Чудесное место. Как бы мне хотелось вновь побывать там и погрузиться в сверкающие воды. Она искренне, но печально улыбается. Хоть мне там и не повезло, я от всей души советую сходить в Сияющую баню. Она находится на возвышенности Перики, к северу отсюда. Перики была исследовательницей и основателем гильдии заклинателей воды. Многие из методик заклинания воды были созданы именно ее трудами, за что я помню даже сейчас, назвав в ее честь родной район Никитаки. Вы скажете, дворец Каханга? Экера, это выше по склону, если идти по северной дороге. Самая верхняя точка города. Расскажи о причале королевы. Королева отвела эту область города для приезжих валианцев. Там они ведут свои дела. Эти чужаки перекапывают весь архипелаг и увозят его сокровища за моря. Она бросает взгляд в сторону порта. Королева была столь щедра, что заключила схожее соглашение с королевской компанией архипелага. Советую как можно внимательнее осмотреться в Никитаке. Почему ты больше не работаешь в бане? В баню приходят не только помыться и расслабиться. Там проводят встречи, обсуждают дела и заключают сделки. Прислуга же должна ничего не видеть и не слышать. Как-то раз мне довелось услышать то, чего не полагалось. И я возмущенно вздохнула. Увы, клиентам это показалось неприемлемым, и меня уволили. Вот и вся история. Она склоняет голову. Что же ты такого услышала, что мог возникнуть скандал? Акема покачивает головой и стыдливо отводит взгляд. Ее заметно трясет. Она успела достаточно настрадаться, чтобы не хотеть вспоминать. Ну, наверное, мы и не сможем помочь. Добрый вечер. Или не какая-то он. Нефрит. Берсианское писание. Узри верующий лик моего превращения. Не бойся дороги за открытыми вратами. Сроднись с колесом, пусти доброту в сердце и возрадуйся сам. Врата откроются перед каждым, когда настанет час. Ни богатые, ни славные, ни короли, ни правители, ни сильные, ни могущественные не уйдут от его объятий.
Берас встретит тебя у ворот и проведет через них, и ты возродишься, и твое смертное существование начнется снова. Так устроен цикл, так устроена жизнь, и так устроен ты сам. Приблизься к вратам, и неизбежное приблизится к тебе. Не беги от врат, не отворачивайся от новой жизни. Стань на этот путь, прими изменения, или же рыцарь найдет тебя, он проведет тебя по пути, и он направит тебя к цели. Смертные обратятся во прах, ключ отопрет закрытое, тайное станет явным. Мерле, неужели у нас не осталось охотников на корабли? Жвачка Тарутуру. Или жуй трава на языке Уана. Делается из корня ратити. Ее любят рабочие, путники, крестьяне и все остальные, кому нравится тот прилив энергии, что она дает. Осторожнее, если с ней переусердствовать, то впоследствии может перейти медлительность и потеря ориентации. Короче, какая-то наркота. Так, ну давайте с Эйнией поговорим. При вашем приближении Валианка кривится и вздергивает нос, глядя на вас с едва скрываемым отвращением. Я общаюсь только с серьезной клиентурой, так что брысь. Она гонит вас обеими руками, точно домашнюю зверушку. Прошу прощения. Ач, как скажешь. А теперь иди. Мадитча. Просто невозможно найти достойного работника, когда все опытные моряки просаживают выручку в дикой кобыле. Она мрачно смотрит куда-то на восток. Их мозги перестали как следует снабжаться кровью, и они напрочь забыли о славных наградах за головы. Так ты даешь заказы на головы? Я не откажусь подработать. Ты? Уличное ничтожество? Она потирает подбородок и одаряет вас надменным взглядом. В мои привычки не входит помощь молодым дарованиям, но, Ач, в тебе виден потенциал. Она вздыхает и какое-то время смотрит мимо вас, прежде чем сдаться и взглянуть вам в глаза. Мы хотим, чтобы ты вонзил зубы в Биакару, капитана Уана, возомнившую себя патриоткой и топящую корабли компании. Я берусь за заказ. Джеларде, Биакара ходит на страннике чешуя Тангалоа, к северо-востоку от Асонго. Эйни еще раз пристально разглядывает вас, пожимает плечами и прогоняет взмахом руки. Хочу задать пару вопросов. Вопросы? Можешь задавать их, Амико. Какие есть... Так, почему моряки больше не нанимаются к тебе? Ач, но я виню во всем сияющую Адру. Она складывает руки на груди и фыркает носом. Наши корсары сопровождают поставки за пределы архипелага. Все при деньгах, никто не голодает. Куда же девались Касситас, желавшие утопить парочку врагов за мешок пайров? Пьют за удачу, не просыхая. Она язвительно всплескивает рукой в направлении востока. Так, ну ладно. На востоке это вот кобыла где-то должна быть. Так, подождите, я же ее видел. Дикая кобыла вот в этой стороне. И там у нас есть какое-то задание. Так, давайте посмотрим, что тут за... Добро пожаловать в Никитаку. Так, давайте посмотрим, что у нас за задание было. Так, награда за голову Биакара на 2 уровня. Соль на раны. Часто кутит в таверне юго-восточного моста или околачивается за местным водопадом. Посмотрим. Так. Ирадора в дикой кобыле. Лара Ирадора. Хорошо. Так, а где водопад? Вот водопад. Ладно. Так, Жентель, Лука, Абочо, Кан, капитан Радора. Отлично. Говоришь, я допить не смогу? Смотри, Амико.
Вайлинская морячка поднимает кружку и выгибает спину, чтобы удобнее было заливать поток Эля в рот. Оставаясь в такой позе, она хлопает по донышку кружки и поднимает бровь, намекая на пустоту сосуда. Ее спутник качает головой и смотрит в другую сторону. «Мадича, ничего удивительного, что у меня такая жажда». Она вытирает рот тыльной стороной ладони. Она замечает вас и широко открывает глаза. «Адо, почему ты так на меня смотришь?» Дать 12 меди. Следующий игрок за мой счет. Аграчима? Даже посреди оазиса меня мучает жажда. Она кладет деньги в карман и смотрит в сторону стойки. Если ты выполняешь желание, но у меня на корабле есть свободные места. Успешка Родоры сменяется робкой улыбкой. Серафиан, очередное напоминание, что не каждое судно, способное выйти в море, имеет команду, как у колдуна. Он качает головой. Я же капитан корабля непокорный, меня привлечь не получится. Сентьере, Фреро. Фреро, брат и жаль. Родора склоняет голову. До встречи на следующем обороте колеса. Замар послал меня за твоим долгом. Мерла, он нанял громил. Родора неуверенно делает шаг назад. Сентьере, ты слишком поздно, забирать у меня нечего. Она закрывается руками и ждет удара, которого не случается. Банда из Северного переулка отняла у меня все до последней монетки. Я не могу нанять команду, что уж говорить о том, чтобы заплатить Замару. Родора медленно опускает дрожащие руки. У Замара проблемы с пиратами. Может, действия банды как-то с этим связаны? Если они добивались того, чтобы Замару понадобились деньги, все возможно. Эти Батсо еще пожалеют, когда я наведу свои пушки на их мачту. Родора поднимает пустую кружку, словно произнося тост. Серафен, те пушки, которые Замар должен для тебя отлить, в этом плане дырок побольше, чем в мачте любого из Принчипи. Он скрестил руки на груди и пристально смотрит на нее зелеными глазами. Расскажи мне, что случилось. Колдовские огни привели меня в переулок на севере от Дикой Кобылы, прямо как мотылька. Она опускает глаза. А там меня ударили по голове. Мерла, до сих пор больно. Она трогает себя за ухом и кривится от боли. Волк сидел у меня на груди, а громилы шарили по карманам. Волк? Он рычал, как 1000 бесов, и еще пускал слюни мне на одежду. Родора указывает на пятно у плеча. Я пришла сюда и обменяла все, что у меня осталось, на услуги кобылы. Исцелить голову Родоры при помощи магии. Когда ее головы касается свет, исходящий из ваших пальцев, она невольно закрывает глаза и втягивает в себя воздух. Потом она ощупывает себя, радостно улыбаясь. «Белфетто, да хранят тебя боги!» Она говорит это и тут же перестает улыбаться. «Кампланка, но теперь у меня ни в одном глазу!» Выходит, эта банда перешла мне дорогу. Всего доброго. Когда выпустишь кишки главарю, передай, что тебя послала Родора. Она поднимает кружку и подмигивает. Так. Беды корабельного мастера. В переулке в северной части причала Королева. У главаря этой пиратской банды есть питомец, волк. Так, ладно, хорошо. И нам нужно еще одного найти. Ну, конечно, может быть не здесь. Еще может быть возле водопада. Сейчас сначала проверим здесь. Ирмир. Энолис. Рабиуна. Константин. Ладно, с этими ребятками мы, возможно, пообщаемся, но потом. Гнилое рагу. Книги поэзия. Родимая земля поэмы Изер Гланфата. Не знаю, зачем я это все собираю, пускай будет. Но вы же знаете мою любовь
всяческого рода книжкам, да и вообще собиранию всего подряд. Валианские трактирщики выпивку водой не разбавляют, чего ротай не скажешь. Так. Дом в районе причала королевы. Айдирская одежда, птица. Так, давайте заглянем в дом. You must gather a party before venturing forth. Мне больше нравился, когда это был мужской голос. Так, здесь кто-то есть. Обнаружена ловушка. Сложность замка 3. Нет. Хотя... Ничего страшного, сотрясение. Так, 2. Да, хочу взломать замок. Арбалет, туф, серебряный люш. Красивый домик на самом деле. Вообще вот все-таки какая-то романтика в средневековье есть. Ну вот, в фэнтезийном, конечно же, средневековье, а не в том, где люди до 40 еле доживали. Без магии-то. Огонь глотки. Любимое снадобье воинов и охотников. Проглотившего его будто охватывает пламя, заглушающее любую причиненную телу боль. Нахлынувшее ощущение неуязвимости зачастую сопровождается недержимой яростью и злобой. Когда эффект проходит, его сменяет слабость и истощение. Короче, режим берсерка, ребят. Ой, нет, я же ничего не краду. Так, ну ладно. В таверне мы этого человека не увидели, значит идем к водопаду. И здесь его не видать. Пока что, по крайней мере. Или вот сюда имеется в виду к водопаду. Ну ладно, пойдем туда. Новая дорога впереди. Новые звезды над головой. Королева сегодня вершит суд над валианцами Раотай. Интересно, как скоро они начнут друг друга убивать. Хочешь пари? Магазин карт Санса. Слышал про шумиху во дворце? Конечно, опять дело в сияющей адре. Дело в гиганте, сделанном из сияющей адры. Кто-то идет. Опа, смотрите-ка. Так, давайте сохранимся на всякий случай. Ларо. Перед толпой голдящей молодежи стоит молодая женщина. Она отработанным движением воздевает руки к небу. Перед ней едят друг друга взглядом двое мужчин. Секундант Ларо.
Вы оба утверждаете, что сделали все возможное, чтобы прийти к мирному... Когда вы подходите, женщина умолкает, и неожиданно центром внимания становитесь уже вы. Это еще что за Назинале? Сколько у тебя родственников, Орсо? Назинале... так варианс называют того, кто лезет не в свое дело. Посмеивается Лара. Орсо бросает взгляд на Лара, угрожающий взгляд на Лара и проглатывает заготовленное было оскорбление. Мы заняты. Чего тебе? Для начала я хочу понять, что здесь происходит. Тебя это не касается. Мы хотим разрешить... Лара обрывает соперника, не давая тому договорить. Тихо. Следи за языком, дубина. Хочешь, чтобы вести о нашей дуэли дошли до Уана? Бацо, ох уж эти туземцы. Мы имеем право решать конфликты так, как принято у вайлианцев. Орсо бросает на вас раздраженный взгляд. Алот, что ж, неудивительно, что старая империя рухнула из-за междоусобиц. Он насмешливо улыбается. А как пожелают ваши колонии, Аэдирец? Орсо вперивает взгляд в Алота и сужает глаза. Что скажешь ты, Ларо? Мы приличные люди и вполне способны прирезать друг друга, не устраивая из этого скандала. Вам совершенно не обязательно сражаться. Хочешь решить все цивилизованно? Этот хлыщ на такое не согласится. Этот мордоворот обозвал мою семью скопищем поганых кровосмесителей. И это при том, что во всем мире не найдется такой кучи дерьма, в которой еще не покопался кто-нибудь из Валери. Лара раскидывает руки и улыбается толпе. Волчица, которую он зовет матерью, хочет, чтобы мы всю жизнь провели, начищая серебро Бардатто. Орсо плюет под ноги сопернику. Неужели эта размовка стоит ваших жизней? Ач, это всего лишь строка в долгих хрониках спеси Бардатто. Спесь? Перкамплан Канет, да ты должен благодарить меня за бесконечное терпение. Неужели ваш конфликт может разрешить только смерть? Должны же быть другие варианты. Меня удовлетворит только полное посрамление Валерия. Значит, ты умрешь недовлетворенным, Орсо фыркает, мотает головой. Убить нетрудно. Если хотите узнать, кто из вас сильнее, достаточно сразиться до первой крови. Дуэлянты обмениваются подозрительными взглядами. «Я ведь предлагал кулачный бой, но тебе не терпелось меня вскрыть», — говорит Орсо. Ларо, так значит, до первой крови? Продолжим. Встав в боевую стойку, дуэлянты, выжидающие, кружат друг вокруг друга. Коренастый Орсо тяжело топчется по земле, Лара же делает более точные, выверенные шаги. Собравшиеся зеваки напирают на границы наскоро огороженной арены. Крики и свист сменяются взволнованным гомоном. Так. Воспользуюсь возможностью изучить каждого из дуэлянтов. Проверка хранителя. Найти удобную наблюдательную позицию, чтобы смотреть бой. Орсо тяжело шагает по арене. Один раз он спотыкается и едва не падает, вызвав ухмылку Ларо и ропот толпы. Продолжает смотреть, ничего. Так. Вы пытаетесь протолкнуться через собравшуюся толпу, но зрители стоят вплотную друг к другу, не дают вам пробраться вперед. Продолжать смотреть, ничего не говоря. Выдав мечи готовым к бою соперникам, секунданты отступают в торжественной тишине. Дуэлянты скрещивают клинки и кланяются, приветствуя друг друга. Краткий миг спокойствия сменяется движением. Несмотря на разницу в размерах, дуэлянты сражаются на равных. Орсо не использует какой-то определенный стиль, но не отстает от Лара с его агрессивными ударами. Оскорбить Орсо, чтобы отвлечь его. Вашим словам не удается попасть в точку. Орсо качает головой и вновь сосредотачивается на Ларо. Эдер согласно кивает. Серафен прикрывает глаза и кивает. Орсо и Лара обмениваются яростными ударами, совершенно не думая о том, насколько зрелищно их бой выглядит для зрителей. Наконец, мощный удар сверху вниз выбивает меч из руки Ларо, и тот с лязгом падает на землю.
Орса нависает над Лара, и его лицо медленно кривится в ухмылке. Он поднимает клинок и направляет в сердце противника. Условия дуэли предполагали битву до первой крови, но милосердие — это последнее, о чем сейчас думают соперники. Так. Паладин. Наложить на Лара магический щит. Сияющий волшебный щит появляется вокруг Лара. Когда он тускнеет, Орса пожимает плечами и разрезает Лара щеку. Лара падает на колени, схватившись за лицо. Что, не быть тебе уже таким смазливым, Пастенаго? Орса расплывается в довольной усмешке. Лара, иди к сестре, она должна знать, что ты жив. Запомни, псина Валерия, это еще не конец. Лара стряхивает на землю струйку крови. Надеюсь, остальные Бардато поймут, что с нами связываться не стоит. Орса кивает и жестом указывает слуге, что пора идти. Да, вот такой вот интересный бой мы наблюдали с виду совершенно обычного задания. Серафен. Здравствуй, капитан. Если у тебя есть минутка, я хотел бы поблагодарить тебя за то, что взял меня в команду. Прижав одну руку к животу и оставив одну ногу, он отвешивает такой низкий поклон, что его уши почти касаются земли. Ты строгий, капитан, но хороший человек. Так что с тобой мне нравится больше, чем на бездельнике. Рад это слышать. У меня есть для тебя подарок. Это безделица с одного из первых кораблей, что я брал на абордаж. Малнаш хотела украсть ее, но я хорошенько ее припрятал. Спасибо за подарок, Серафен. Пожалуйста, теперь же прошу меня простить. На сегодня с меня сантиментов хватит. Серафен отдает вам честь, широко ухмыляется и отворачивается. Вы получили предмет оковы с сайфером. Телосложение +1, устойчивость к воздействиям хромота. Женщина, еще недавно носившая эти оковы, была родом из загадочного племени белых эльфов. Об ее сородичах известно немногое. Только то, что в какой-то момент ее деревню разграбили напавшие работорговцы, и ее увезли на архипелаг Мертвого Огня. На корабле работорговцев она была покорной, но молчаливой. Ее захватчики с ужасом обнаружили, что губы ей крепко сшили, вероятно, еще когда она была ребенком. А потом женщина коснулась их умов. Он идет на юг, смотрите на небо. Испуганные работорговцы надели на шею Фейки ошейник из железа и адры, которые держали для пойманных сайферов, и всю дорогу старательно не обращали на нее внимания. Когда их корабль добрался до архипелага, они встретились с несколькими кораблями подпольных торговцев, чтобы сбыть свой живой товар. Женщину вывели на мост для аукциона, и она, несмотря на свой ошейник, заговорила с умами собравшихся. «Эотас приближается, он все закончит». А потом она исчезла, и все, что от нее осталось, этот ошейник. Интересно. Так, давайте посмотрим, где этот ошейник. Вот он. Он на шею одевается. Хорошо. Так. И у нас, кстати, появилось новое задание. Семейная гордость. Узнать, из-за чего началась вражда между семьями Бардато и Валери. Ну, поговорим, в принципе, будет интересно, возможно. Но, правда, задание почему-то высокого уровня. Мы идем сейчас в темный переулок, чтобы попытаться выполнить второе задание. Я так понимаю, это сюда. Давайте сохранимся. Здесь есть дом Ваника. Приветствую, незнакомец.
Если желаешь вложиться в защиту, то я готов обменять свое железо на твою медь. Брониса приветствует вас с дружелюбной улыбкой. Прекрасный подбор, но мне нужно снаряжение еще лучше. Уверяю, весь товар хорошего качества. Ее губы подрагивают. Ну да, я не так хорошо разбираюсь в холодном оружии, как Марихи, и не обладаю познаниями Ута по части огнестрельного. Марихи можно найти на возвышенности Перики к северу отсюда, а Ута держит лавку в латунной цитадели в восточной части Никитаки. Покажи, что у тебя есть. Товара у меня много, не спеши, кивает она. Так, я не знаю, надо что-то пытаться продавать, ребята, потому что мы так можем бесконечно собирать всякое. Кинжалы. Волшебная палочка пускай пока будет. Так. Нагрудник, кожаный доспех, чешуйчатый доспех. Кстати, мы, может быть, сможем такие. Прохожие оставили на кирпичах непристойные стежки и грубые рисунки. Так. Она спросила, как называется этот трюк, и он ответил «консуале». Это ты мутишь воду в землях Котты? Волчица рядом с мужчиной трясет цепями и рычит. Он успокаивает ее, почесывая между ушами, но не спускает с вас внимательного взгляда. Да. А я-то думал, что щенок Римара найдет себе компанию поприличнее. Кота косится на Серафена. Привет, дружище. Как вижу, ты все еще не избавился от привычки говорить о себе в третьем лице? Это уже давно ни на кого не производит впечатления. Пора прекращать. Кота ни с чем не спутает твой голос, Серафен. Вся эта чепуха с призраками не впечатлит Селецию и не напугает Коту. С обнаженных клыков волчицы капает слюна. Эдер, прости, но валианских имен я не различаю. Как зовут милую волчицу? Скоро узнаешь. Кота тоже скалит зубы, глядя на Эдера. Так, следопыт, знание улиц. Так, призвать духов с границы. Чепуха, говоришь? Не будь так уверен. Так, ты случаем не Замара ищешь? У Замара беда с деньгами. Кота знает, как это исправить. Малыш просто не умеет вести счет своим монетам. До Коты доходили слухи, что с Замаром говорил кто-то из новеньких. Его свободная рука тянется к оружию на поясе. Серафен, зря ты так, Кота. Давай-ка общаться как лучшие друзья, а то капитан и вздернуть тебя может. Его мохнатые ладони покоятся рядом с оружием. Смотри, Селеция, прибыл твой обед с голубым мехом. Он гладит глухо рычащую волчицу. Скажи корабельному мастеру, что лучше бы принять предложение Коты, пока тот не передумал. Так. Почему ты так суров с Замаром? Замар может поддерживать корабли Принчипи на плаву. Кота щурит глаза. Коте надоело, что его семья странствует на прогнивших кораблях. Отдай мне деньги капитана Родора, и я оставлю тебя в покое. Денег уже не вернуть, Амико. Эля, друзьям Коты и жратвы, волчицы Коты. Остальное моя Кассита добудет сама. Он похлопывает по боку Селеции и с улыбкой отправляется к своей банде. Что думаешь, Серафен? Какой смысл спрашивать, Кэп? Принчипи думает исключительно о своей выгоде. Орлан пожимает плечами и разглаживает завитую в косы бороду лохматой рукой. У Замара есть постоянный заработок. Пираты знают, что за ними приглядывают, а мы можем убираться подальше от этой заварухи с деньжатами Принчипи в трюме. Еще раз проложим сюда курс и рискуем разозлить все стороны конфликта. Кота, советую прислужиться к своему волосатому поросенку. Кота переводит взгляд с Серафена на вас. Кота узнает, знакомо ли твое имя его Кассите. Но придется и раскошелиться. Монеты Родоры,
Но она слишком крута, чтобы такое допустить. Кота усмехается себе под нос. Кота предлагает скидку от Приншипи на товары Замара. По рукам? Так, подождите. Я что-то потерял как бы суть. Скидку от Приншипи на товары Замара. По рукам. То есть либо мы Замара, я передумаем. Упускаешь хорошую возможность. Кота пожимает плечами и облизывает верхние зубы. Но устрашение у нас не получится сделать, скорее всего, наверное. Не пора ли пустить твою шкуру на паруса? Селеция, взять! Кота спускает на вас волчицу. Остальные члены его экипажа хватаются за оружие. Но это же пират, правильно? Мы же деремся с пиратами в конце-то концов. Серафену надо уходить. Приложили его таки. Так, сейчас еще Лота приложит. Это вот будет совсем нехорошо. Так, а Лоту плохо. А Лоту надо выводить. Сам себя подлечить не может. Все, вернуться к Замару в доках причала королевы. Медный фаер, кольчужный доспех, пара пистолетов, золотой соли, одежда Приншипи, дубинка, золотой соли, еще одежда, кинжал. Кольцо малой защиты. Малая защита, стойкость плюс 5, реакция, воля плюс 5. Отлично. Так.
Кольцо малой защиты. Давайте-ка, у нас кто там первый умирал? Сайфер, да. Значит, будет у него кольцо малой защиты. Вот так. Камни этой узкой улочки усыпаны осколками бутылок. В воздухе висит едкий запах собачьей мочи. Давайте почитаем задание. Так, с разбойниками покончено. Вообще интересно, то есть можно было договориться с разбойниками, и тогда бы они тоже сделали ту же скидку, просто мы бы были типа на стороне разбойников. Интересно. Привет, расскажешь чего? Замар стряхивает пыль с плеч. Принципе больше не будут тебя беспокоить. Да это лучшие новости, что мне приходилось слышать с тех пор, как я сел на этом камне. Замар опускает трясущиеся руки, не представляя, куда их деть. Потом снова запускает их в бороду, но уже с меньшим ожесточением. Что там с капитаном Родорой? Замар дергает себя за усы. Она уже протрезвела или придется ее за ноги трясти? Ее ограбили. Не держи на нее зла. Ограбили? Разбей его кулак Абидона. Моргая, Залмар смотрит мимо вас. Кто-то нашел в себе смелость обчистить капитана на причале королевы. Раз уж все так сложилось, заказ Родоры твой, если ты можешь себе такое позволить. Самар разглаживает усы, вычищая из них опилки. Мне бы хотелось выкупить заказ Родоры. Это будет железный громобой, орудие достойного такого имени. Может, она и не подходит под стандарты Роатай, но зато у нее есть душа. За 1000 пайров она для тебя разобьет любой корпус, подожжет паруса, проломит палубу, как буйный демон. Это моя награда за помощь тебе? 1000 это гораздо меньше, чем я прошу у опытного капитана. Замар поднимает кустистую бровь. Ничего не могу поделать, прости. Да ладно, возьмем. Да? Правда? Правда? Он хватает вашу руку и энергично трясет. Твой корабль будет плеваться огнем, как Вирм с пламенным пузом. Он щелкает пальцами и указывает на ваш корабль. Вы получили предмет железный громобой 4 штуки. До свидания. Так, а ну-ка давайте посмотрим, что подразумевается снаряжение и груз корабля. Раз, 2, 3, 4. Так, канониры. Получается... А, нет, подождите, одну какую-то пушку мы поменяли. Ну вот, теперь у нас крутые пушки на корабле за 1000 монет. Не знаю, правда, насколько это нам важно. Увидим в будущем. Так, ну что ж, получается, что у нас? Мы сделали задание беды королевного мастера. Мы сделали соль на раны. Вот, у нас осталось, ну, награда за голову, это, видать, нужно плавать. Да. Выкурить добычу. Это в другом месте. Ну вот здесь, короче, нам нужно добраться до дворца Каханга в Змеином Венце. Мое прибытие в город определенно не осталось незамеченным. Берас позаботился. Капитан порта не будет стоять у меня на пути, и я могу беспрепятственно отправиться к дворцу Каханга в Змеином Венце, который расположен на вершине горы. Ну ладно, в принципе, вроде бы здесь конкретно все. Вот, хотя я бы, честно говоря, зашел еще все-таки в таверну. Давайте зайдем в таверну. Просто пообщаемся там с местными представителями.
Может, здесь, кстати, будут какие-нибудь новые задания. Потому что, ну, вы же знаете, что ни одна РПГ не обходится без тавернщика, у которого крысы там в подвале. Жентель. Добро пожаловать в дикую кобылу, дружище. Жизнерадостный мужчина за барной стойкой улыбается вам и жестом просит подойти поближе. Его накачанные руки покрыты сетью шрамов. Чем могу быть полезен? Покажи мне, что ты продаешь. Увидишь что-то по вкусу, скажи. Закулисное хранилище. Действует в течение одной передышки. Применение заклинаний уровень +1, одно. +1 все навыки. Так. Взять в отряд наемников. Переобучить персонажа. Управление отрядом. Да, такие 5 человек максимум может быть. Ну хорошо. Так, и, ну, еда у него, само собой, какая-то есть. Так, может, что-то ему можно продать? Так, ну всего по одному пытаемся оставить. Так, а ну-ка, что там насчет развлечений более интимного характера? Тогда тебе повезло. В дикой кобыле работают гейши, способные удовлетворить самый широкий круг вкусов и интересов. Он деланно вам мигает и указывает на лестницу сзади. Серафин ухмыляется. В глазах Зоти горит мрачное веселье, а Лот втягивает носом воздух. Они наверху. С оплатой они разбираются сами, так что со мной обсуждать не нужно. Хорошо, увидимся. Так, ну ладно, понятно. Лука. Мое единственное спасение от утомительной бюрократии. Абочо. Адо, так и знал, что наши пути еще пересекутся. Голос варианца перекрывает наполняющий дикую кобылу шум и гам. Кое-кто даже оборачивается, чтобы посмотреть, к кому это он обращается. Валиане сделают хороший глоток из кружки. Мы знакомы? Пока нет, но я уже знаю, что мы подружимся. Скажи-ка, это ведь тебе принадлежит непокорный, Ач? Это ведь ты запугиваешь честных моряков духами, Ач. Духами. Придвинувшись поближе, он отпивает из кружки и шумно втягивает оставшуюся на верхней губе влагу. А кто спрашивает? Меня зовут Абочо, и я готов предложить... Я знаю возможности для... Он неловко разворачивает пергамент, но роняет кружку. Или заливает ему штаны. Он в ужасе оглядывает нанесенный ущерб. Нет, я же 1000 раз репетировал. Мерло, вот это провал. Что ты говоришь? Ну, я предлагаю награды за головы, но беда в том, что я не знаю ни единого охотника за головами. Он досадливо топает ногой, разбрызгивая эль. Никто не хочет поднимать паруса за такую скромную награду. Но никто не начинает с самой верхушки, Ач. Какие есть задания? Ты примешь задание? Ты принимаешь задание? Он обхватывает вас за плечи и улыбается. В уголках его глаз собираются слезы. Аграчима. Тогда кое-что особенное для моего любимого охотника. Осушив кружку, он убирает ее под мышку и вытаскивает кипу бумажек. Как тебе Мириэль, безумная анимантка? Она пытает своих жертв ужасными процедурами, а потом отправляет то, что от них осталось, прямиком в колесо. Мои осведомители утверждают, что она покинула порт Маже и направилась на запад.
Хочу задать пару вопросов. Я все еще ищу безумную Мириэль. Альч, я уже коплю денежки на твое следующее задание, а Боча подмигивает. Когда принесешь голову последней цели, я буду готов. Похоже, дела у тебя не очень. Это правда, что-то работа не радует, а Боча кашляет. Теперь, когда у меня есть такой отличный охотник, я могу стоять в тени твоего успеха. Он хлопает вас по плечу. Все не так плохо, однако встреча с новыми клиентами за кружечкой другой Эли, да еще и в такой чудной компании, это выматывает, друг мой. Ну, мы получили еще одно задание. Так, капитан Родора. Адо, сквозь шум мы слышали звуки сражения на севере. Родора поднимает кружку к губам и изучает вас поверх ее края. Пираты и его волк мертвы. Белфетто, за республики! Родора поднимает свою кружку, повернувшись к остальным завсегдатаям. Завсегдатаям дикой кобылы. Непокорный, неплохое место для железного громобоя. Кажется, тебе не так весело, как остальным. Ач, денег нет, веселья тоже. Она мрачно улыбается. Вот если танцовщики будут видеть не мой пустой кошелек, я стану довольной Родорой. Она со вздохом смотрит на сцену. Так, ну, здесь мы вроде со всеми поговорили, да? Кан еще есть какой-то. Возле сцены стоит молодая женщина с кружкой Эли в руке. Хотя танцоры ей явно не слишком интересны, мешки под глазами говорят, что она не одну ночь провела в этой таверне в компании Эли. Ее взгляд лениво бродит по комнате, пока не натыкается на вас. Кан, не знаешь, тут старый эльф не появлялся? Странно одетый и наверняка пьяный, как угорь в бочке с медовухой. Кажется, нет. Он длина пустота, я так и думала. Она тяжело вздыхает и щиплет переносицу. Слушай, парень, которого я ищу, задолжал мне кучу денег. 5000 пандов. Поможешь мне найти его, и 20% твои. 20%? За то, что я сделаю всю работу? Ладно, ладно, придави тебя сиська Ондры. Ладно, можешь взять себе 40% и все барахло Освальда. Кан выжидающе смотрит на вас. Меньше, чем за половину, я даже свои сапоги не надену, леди. Давай так, я дам тебе 60%, и больше мы это не обсуждаем. Она громко вздыхает. Торговля еще есть. Кто должен тебе деньги? Старый пьяница, о котором я тебе говорила, Освальд. Я, дура доверчивая, дала ему денег в долг, а он взял и сбежал. Ничего об этом не знаю. Эдер, деньги бы нам не помешали. Не хочу впутывать тебя в неприятности, но спать по соседству с крысами мне надоело. По рукам. А торговаться шутки ради у тебя время есть? Она подмигивает вам. Парень, которого я ищу, Освальд, очень любит одну из здешних куртизанок, Энолис. Может, ты сможешь выудить из нее больше моего? Со мной эта надменная шавка отказывается разговаривать. Ты не пробовала просить вежливо? Мои чары на нее не действуют. Будем надеяться, тебе повезет больше. Может, ты сможешь выудить из нее больше моего? Со мной это так, ага. Сначала у меня есть несколько вопросов. Что у вас за дела, Освальд? Она театрально вздыхает, будто ей невыносимо рассказывать эту историю. Он старинный друг нашей семье вот уже 4 поколения. С эльфами такое случается. На что он брал деньги? Она смотрит на свою кружку и вздыхает. Конечно, я сама виновата. И как я могла подумать, что старый пьяница знает, что делает? Он маг и мастер на все руки. Он убедил себя и меня, что сможет создать из сияющей адры такую штуку, которая сможет продлевать жизнь. Полная чушь должно быть, потому что в один прекрасный день он сбежал, ничего не объяснив и не извинившись. А мне-то казалось, я его хорошо знаю. Кто ты? Ох, я надеялась, ты не станешь об этом спрашивать. Ладно, чтоб ему пусто было. Она ерошит грязные волосы. Я принадлежу к одному из мелких дворянских родов, что живут в Дирвудской глубинке. Знаешь Адмеса Хадрета, героя войны непокорности? Он мой пра-пра кто-то. И в чем проблема? Когда об этом узнают, то сразу начинают делать всякие глупости, называть меня леди, открывать передо мной двери, покупать мне выпивку. Этот титул просто чушь, он ничего не значит. Хорошо. Так.
Награда за голову. Утраченное доверие. Хан просит помочь с поисками старого эльфа Освальда, который задолжал ей 5000. Так, ну ладно. Где у нас тут подъем на второй этаж? Вот здесь, по-моему, да? Анализ ее зовут. Там или в подвал нужно спускаться, или на второй этаж. По-моему, на второй этаж. Мне кажется, что я ее уже увидел сегодня. Так, мир. Анализ, вот он. Ну что ж, ребят, я думаю, что с ней мы поговорим уже в следующей серии, потому что время данной серии уже подошло к концу, чтобы потом посреди разговора не прерываться. Вот, я думаю, что мы закончим. А в следующей части попробуем найти этого горе-мага, который решил продлить жизнь. Ну а на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До следующей серии.